друзья! Рады приветствовать вас на нашем канале. Очередная история про человека и дикую природу. Гости у Матвея задержались надолго, которые приехали на новогодние праздники в зимнюю сказку и лесник за бесконечными дружескими разговорами, застольями и порой как-то даже забыл о своей работе. Ну, как забыл. Рассказы за столом были, в основном, о лесе, о лесных животных, об охоте, о случаях на охоте. Так что не забыл, конечно, просто хотелось пообщаться со старыми друзьями. Некоторые из гостей приехали к нему прямо со спецкомандировки, вот они больше отмалчивались. Сидели тихонько в обнимку со своими женами или подругами, больше слушали других, усмехались. Было видно, что больше всего они наслаждаются теплом хорошо натопленного дома, вкусной едой и приятной, неторопливой атмосферой уютного, праздничного вечера в кругу близких и дорогих сердцу людей. Так что, с Нового года до Рождества Матвей в лес так и не выбрался. После Рождества все гости сразу разъехались. Матвей помог жене с уборкой по дому, расчистил снег и лег спать пораньше, чтобы с рассветом встать на лыжи и отправиться в зимний лес посмотреть, как там и что. Утром выпил кофе с бутербродом из толстого куска батона со смачной, холодной буженинной, еще раз проверил охотничье снаряжение и побежал на лыжах прямо от дома, ведь снега в этом году навалило достаточно. В тайге сугробы поднялись высоко, но Матвея это не пугало. На старых, широких лыжах, смазанных нужной лыжной мазью, лесник скользил, как поезд по рельсам, и совсем не проваливался. Тайга, снежная, замороженная красавица, потрескивала, постукивала, как будто грелась на холоде. Матвей глазел по сторонам и только удивлялся причудливости зимних, лесных красот. Где-то там Мишка под сугробами дремлет, хоть бы так и до весны, шатунов нам тут не требуется, особенно в такие трескучие морозы, как сегодня. Вообще в морозы зверя в лесу не слышно и не видно. Куда все попрятались? Может, где-то совсем близко от Матвея затаились, только они его видят или чуют, а он их нет. Мороз. Все лесные обитатели экономят тепло, сидят где-то в укромных местах, нахохлившись или сбившись в кучу с сородичами, или спят, пережидают трескучие морозы. Матвей любил морозы, и вообще обожал зиму. Еще в детстве вместе с дедом он всегда охотился в декабре на лося. Тогда они добывали мясо к Новому году. Брал мальчика дед и на глухарей, и на кабанов. Матвей даже маленьким пацаном никогда не ныл в тайге и выполнял все, что ему говорили старшие, наравне со всеми. И эх, славные были времена. Матвей задумался, замечтался, хоть и хорошо знал, что в тайге этого делать нельзя, особенно в зимнюю пору. Всякое бывало и с ним, и с его друзьями. И ноги ломали, и в ямы проваливались, и на деревьях от разъяренных лосей спасались, разные случаи происходили. Сколько раз Матвей говорил себе и другим, что в зимней тайге нужно быть бдительным. В теплое время здесь выжить можно, есть шансы, даже если заблудился и ранен, да и зверь летом своими делами занят, ему не до тебя. А вот зимой в мороз шансов на выживание в тайге значительно убавляет, и голодные волки могут тобой заинтересоваться, как перспективой своего ужина. Матвей взобрался на пригорок все в той же задумчивости, и внезапно перед его взором открылась ужасающая и одновременно завораживающая восхитительная картина. Прямо на него строго друг за другом шли волки. Это была большая стая, в этой сероватой цепочке было штук 14 волков, не меньше. Матвей сперва замер, потом стал лихорадочно соображать, на какое дерево будет забираться в случае отступления. Ружье он уже снял с плеча автоматически. Может, увидев ружье, волки его не тронут, они же понимают, что, ради такого ужина, как опытный охотник, им придется пожертвовать как минимум 3 своими братьями. Матвей напрягся, прицелился и неожиданно узнал своего питомца и товарища, некогда спасенного им волка, СИР, обрадованно шепнул он. Да, это был волк-сыр, он шел впереди стаи, мощной грудью прокладывая дорогу в снегу. За ним шли другие волки, а замыкала строй горчица. Матвей всегда считал, что вожак должен идти замыкающим, но тут вожак сам прокладывал путь для стаи. В том, что сыр был здесь вожаком, Матвей не сомневался. Мало того, что он явно был здесь самым крупным и здоровым самцом, сыр вел себя уверенно, строго, хвост поднят, глаза прищурены. Когда успел он так заматереть, Матвей и не уследил. Сыр повел ушами и заметил человека. «Сыр», — тихо шепнул Матвей еще раз. Волки остановились.
Вожак тихо зарычал. Матвей замер, даже дыхание затаил. Пусть сыр делает так, как считает нужным, это его территория, а Матвей здесь всего лишь гость. Постояв несколько минут, стая двинулась дальше, как будто Матвея здесь не было и в помине. Никто из волков даже не повернулся в сторону лесника. И только горчица, когда проходила мимо него, слегка заскулила. Это было незабываемое зрелище. Да, в стае было 14 волков, Матвей сосчитал их. Впереди шли 4 самца. Это были старые, но еще достаточно крепкие волки. Матвей заметил, что сыр потом поменялся местами с одним из них. Видимо, они по очереди протаптывали тропу в глубоком снегу для стаи. В середине шли самки и молодые волки. За молодыми бежал основной резерв самых актуальных бойцов, готовых в любую минуту сорваться с места и вступить в схватку с противником или погнаться за добычей. Это был волчий спецназ. Они ждали команду. Но чью? И тут Матвея осенило. Горчица, вожак стаи. Альфа-самка взяла на себя обязанности по руководству стаей. А сыр? Неужели списан или ранен? Да вроде с виду здоров. Все эти вопросы и ответы пронеслись в голове Матвея фоном, пока волчья стая проходила буквально в 10 шагах от него. Волки скрылись за пригорком, лесник вытер пот со лба. Это в такой-то мороз вспотеть надо еще умудриться. Переволновался малеха, ничего, бывает. Матвей достал из кармана несколько салфеток и вытер лицо. Фух, отлегло. Вдруг какая-то тень мелькнула между деревьев. Лось. Это был хоть и молодой лось, но довольно крупный. Так вот, кого здесь выслеживали волки. Видимо, напали на лосиный след, но тому удалось скрыться от стаи. Матвей моментально вскинул ружье и выстрелил 2 раза. Лось упал. «Сыр!» — крикнул Матвей. Тишина была ему ответом. Тогда Матвей сложил руки рупором и завыл на весь лес, вкладывая в этот вой свои мысли об убитом им только что лосе для стаи волков, которая подарила ему сейчас жизнь. «Серые братья, я приглашаю вас на ужин, моя добыча – это ваша добыча, у-у-у». Матвей замолчал и вдруг услышал из глубины леса ответный вой. Сперва это был один волчий голос, потом к нему присоединились еще несколько таких же голосов. У-у-у, спасибо, человек, наш брат, ты выручил нас в голодные времена, и мы благодарим тебя за это. Матвей вздохнул и устало поплелся домой. Вот тебе и первый послерождественский выход в тайгу. Благодарим, что дослушал нашу историю до этого эпизода, ставь лайк, если понравилась история, пиши свое мнение в комментариях об этой истории, подписывайся на наш канал, если этого еще не сделал. А наших дорогих подписчиков мы благодарим за то, что остаетесь с нами. До новых встреч!